Эта история произошла в небольшом поселке на окраине штата Колорадо, и до сих пор местные жители вспоминают ее с дрожью в голосе, потому что в ней есть все — любовь, преданность и настоящая жертва. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Приятного просмотра. В одной семье жил необычный пес по кличке Рейнджер. Он был не просто собакой, в нем чувствовалась дикая кровь, и это отражалось в каждом его движении. Он был сильным, выносливым и невероятно внимательным к людям. Когда в доме появилась маленькая девочка по имени Эмили, Рейнджер сначала держался на расстоянии, наблюдая за ней, но прошло совсем немного времени, и стало ясно. Он принял ее полностью. С этого момента они стали неразлучны. Он лежал у ее кроватки, охранял ее сон, следил за каждым ее шагом и никогда не оставлял ее одну. Родители часто говорили, что у их дочери появился не просто пес, а настоящий защитник и нянька. Годы шли, Эмили росла, и их связь становилась только крепче. Они бегали по двору, играли в высокой траве, смеялись, и казалось, что впереди их ждет только счастливое будущее. Но однажды все изменилось. В один самый обычный день Эмили и Рейнджер, как всегда, играли и, увлекшись, ушли дальше, чем обычно, за пределы фермы. Девочка не чувствовала страха, ведь рядом был тот, кто всегда ее защищал. Они выбежали на открытую поляну, залитую солнцем, смеялись, падали на траву, и в этот момент раздалось тихое, но зловещее шипение. Эмилия опустила взгляд, но было уже слишком поздно. Гремучая змея молниеносно бросилась и впилась ей в ногу. Все произошло за доли секунды. Рейнджер среагировал мгновенно. Он рванулся вперед, и началась короткая, но ожесточенная схватка. Он разорвал змею, но яд уже начал действовать. Девочка слабела прямо у него на глазах. Тогда Рейнджер сделал то, что навсегда осталось в памяти всех, кто узнал эту историю. Он схватил Эмили за одежду и потащил ее в сторону дома. Из последних сил, метр за метром, он тянул ее по земле, не останавливаясь ни на секунду. Он чувствовал, как силы покидают его, но продолжал двигаться, потому что для него не было ничего важнее, чем жизнь его маленькой хозяйки. Расстояние до дома казалось бесконечным, но он все равно шел вперед. Когда до ворот оставались считанные метры, он остановился на мгновение, посмотрел на нее и попытался сделать еще шаг, но не смог. И упал. В этот момент ее отец уже выбежал навстречу. Услышав шум, он подхватил дочь на руки и понес ее в дом, крикнув жене звать врача. А затем вернулся за Рейнджером, но было уже поздно. Змея успела укусить его в морду, и яд оказался слишком сильным. Врачи успели спасти Эмили, но Рейнджер погиб. Все скорбили, когда узнала о его поступке. Его похоронили рядом с домом и поставили камень с надписью «Тому, кто отдал жизнь за спасение ребенка». Годы прошли. Эмили выросла, переехала в другой город, но каждый год она возвращалась туда, приносила цветы и долго стояла молча, потому что такие поступки не забываются. И, возможно, именно в такие моменты человек понимает, что настоящая преданность существует, и она сильнее страха, сильнее боли и даже сильнее самой смерти. Если ты досмотрел до конца, напиши в комментариях «Верю» и подпишись. Впереди еще более сильные истории.